Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим универсальное блюдо для всей семьи. Сразу два в одном – мясное и гарнир. Такие ленивые голубцы на сковороде отлично подойдут для семейного ужина или обеда. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 200 грамм белокочанной капусты мелко шинкуем ножом. Нашинкованную капусту перекладываем в миску. Заливаем ее кипятком и оставляем примерно на 10 минут. Белокочанную капусту можно заменить пекинской, тогда заливать ее кипятком не нужно. 80 грамм уже промытого круглого риса насыпаем в сотейник. Солим примерно половину чайной ложки соли и заливаем 1 стакан горячей воды. Ставим на огонь. Как только вода закипит, сотейник накрываем крышкой и снимаем с огня. Оставляем рис на 10 минут. Пока настаивается рис и капуста, подготовим овощи. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. На горячую сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. Сюда же к луку добавляем тертую морковь. Пассируем еще 1-2 минуты и снимаем с огня. Вода в капусте немного остыла. Отжимаем капусту руками и перекладываем в отдельную миску. Сюда же кладем полкилограмма фарша. Я использую свиной, но также можно взять и любой другой. Добавляем рис. Если в рисе осталась жидкость, то ее нужно слить. Все солим примерно 1 чайной ложкой соли и перчим черным молотым перцем. Разбиваем 1 яйцо. Сюда же добавляем пассерованные овощи. Все перемешиваем до однородности. Из приготовленного фарша с овощами формируем достаточно большие шарики. Один шарик – это примерно 1 столовая ложка фарша. Все подготовленные мясные шарики выкладываем на холодную сковороду. Я взяла глубокую сковороду диаметром 26 см. Готовим соус. В миску наливаем 200 грамм сметаны любой жирности. Я использовала 20% сметану. Кладем 1 столовую ложку томатной пасты. Солим примерно половину чайной ложки соли. И наливаем полстакана воды. Все перемешиваем. Приготовленный соус выливаем в сковороду к ленивым голубцам. Все ставим на огонь и накрываем крышкой. Когда жидкость в сковороде закипит, уменьшаем огонь до минимального и тушим блюдо на маленьком огне примерно 35-40 минут. Готовые ленивые голубцы снимаем с огня и подаем на стол горячими. Сверху голубцы поливаем соусом. И посыпаем измельченной зеленью. Я посыпала петрушкой. Ленивые голубцы на сковороде получились вкусными, сытными и ароматными. Готовится такое блюдо просто и из доступных продуктов. Этот рецепт отлично подходит для семейного обеда или ужина. Если предпочитаете готовить блюда в духовке, то у меня на канале есть отличный рецепт ленивых голубцов в духовке, ссылка на экране. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.